Институт древнеславянской письменности и древнеевразийской цивилизации. Портрет Петра I храма Яра. Чудинов Валерий Алексеевич. Однажды я уже анализировал портреты этого человека, который под именем Петра I вернулся из Великого посольства на Запад. В статью я поместил портрет лже-Петра со своими дешифровками. Портрет я заимствовал из видеофильма, где диктор говорит, но уже на другой его гравюре, как и на всех последующих портретах других художников, мы видим совершенно другого, не похожего на свою родню человека. Казалось бы, абсурд. Но и на этом странности не заканчиваются. На гравюрах и портретах 1698 года этот человек выглядит скорее как 20-летний юноша. Однако на голландских и немецких портретах 1697 года, это на год раньше, этот же человек выглядит скорее лет на 30. Как же так могло получиться? Я приступаю к эпиграфическому анализу данного портрета. Подсказкой тому, где искать те или иные надписи, служат два предыдущих портрета. Сначала я читаю надпись на броши, прикрепленной к головному убору, где написано «Мим Яра Рюрика». Иначе говоря, это еще один жрец Яра Рюрика, хотя и нет подписи Хараона. Очень может быть, что отсутствие этого высшего духовного звания означает, что данный жрец не признавал духовного приоритета Рюрика, хотя формально и был его жрецом. В таком случае он очень подходил на роль двойника Петра. Затем я читаю надписи на меховом воротнике слева над белой рамочкой «Храма Мары Яра». Я рассматриваю эту надпись как продолжение предыдущей, а внутри фрагмента, обведенного белой рамочкой, я читаю в обращенном цвете слова «Москвы Мары 865 Яра». Под Москвой Мары понимался Великий Новгород, однако уже первый Романов вводит реальное христианство, а патриарх Никон при Алексее Михайловиче ликвидирует все остатки русского ведизма из Московии. Следовательно, русские ведисты отчасти уходят в российскую глубинку, отчасти переходят в русскую диаспору в соседнее государство. А 865 год Яра – это 1721 год от Рождества Христова. Это более 70 лет после реформ Никона. К этому моменту места жрецов занимали уже не дети, а внуки и правнуки удаленных Никоном жрецов. А внуки и правнуки часто уже не владеют речью своих дедов и прадедов. Возможно, здесь показан год окончательного оформления данной гравюры, которая была начата в 1698 году. Но и в этом случае изображенный молодой человек моложе Петра лет на 6-8. А на самом нижнем фрагменте под рамочкой на меховом воротнике слева я читаю «Маска». Затем я читаю надпись на меховом воротнике справа. Верх воротника по диагонали содержит надпись «Анатолия из Руси Мары», а в строке ниже 35-я Аркона Яра. Но 35-я Аркона Яра – это то же самое, что и Москва Мары, это Великий Новгород. Иначе говоря, кто-то из предков данного Анатолия в середине 17 века мог быть реальным жрецом в этом городе, тогда как после реформ Никона он оказался где-то в русской диаспоре. Не исключено, что в католической Польше, которая весьма усердно выполняла все указы Папы Римского. Портрет Петра кисти неизвестного художника конца XVIII века. Итак, мы знаем, что молодой человек с глазами на выкате вовсе не был Петром, а Анатолием. Иначе говоря, подмена царя зафиксирована документально. Мы видим, что данный портрет был написан в Великом Новгороде, но кроме имени лже-Петра данный портрет не принес никаких подробностей. И кроме того, не был даже назван художник. Так что в качестве доказательного документа данный портрет был не вполне приемлемым, что заставило меня искать иные холсты. И вскоре нужный портрет был найден. Петр I, император всероссийский, портрет неизвестного художника конца XVIII века. Ниже я покажу, почему художник оказался неизвестным. Я остановил свой выбор именно на этом образе Петра, поскольку на его шелковой перевязи прочитал внизу слово «Яра», решив, что портрет принадлежит кисти художника как храм Яра. И я не ошибся. Буквы были вписаны как в отдельные части лица, так и в складки одежды. Мое чтение надписей на портрете Петра I. Буква М, Р, может быть А. Понятно, что если я заподозрил наличие русских надписей на голубой шелковой ленте, то с нее я и начал чтение. Правда, поскольку в прямом цвете эти буквы видны не очень контрастными, я перехожу к обращенному цвету.
И здесь видна надпись, выполненная весьма крупными буквами «Храма Яра», и на воротничке надпись «Маска». Тем самым было подтверждено мое предварительное чтение. В современном прочтении это означает «изображение из Храма Яра». А далее я перешел к чтению надписей на частях лица, сначала на правой стороне лица. На нижних прядях волос я повернул данный фрагмент на 90 градусов вправо по часовой стрелке. Здесь я читаю слова «Маска храма Рюрика», иначе говоря, изображение из храма Рюрика. На волосах под лбом можно прочитать слова «Мим храма Рюрика». Наконец, справа от точки зрения зрителя на левой стороне лица можно прочитать «Маска Анатолия из Рюрика, Яра, Ютландии». Во-первых, тут подтверждается, что лжепетра звали Анатолием, и во-вторых, оказалось, что он происходит не из Голландии, как предположили многие исследователи, а из соседней Дании. Впрочем, переход из одной страны в другую в конце 17 века, видимо, не представлял большой проблемы. Далее я перехожу к чтению надписи на усах. Тут можно прочитать «Рима Мим». Иначе говоря, датчанин по рождению и голландец по языку был агентом влияния Рима, и уже который раз конечным центром действий против Руси России является Рим. Но можно ли проверить это утверждение? Я рассматриваю латы на правой руке, а также фон за рукой. Правда, для удобства чтения я поворачиваю данный фрагмент вправо на 90 градусов по часовой стрелке. И здесь на фоне в виде меха можно прочитать слова «Маска храма Рима» и «Рима мим Руси Рима». Иначе говоря, о том, что перед нами находится действительно изображение не императора Руси, а жреца Рима. А на латах руки можно прочитать на каждых двух пластинах «Рима мим, Рима мим». Наконец, на меховом воротничке рядом с левой рукой можно прочитать слова «Рюрика, Рима мим». Таким образом, становится понятно, что храмы Рюрика существовали еще в XVIII веке, и их жрецы, раздавая портреты умерших людей, обычно этим занимались жрецы храма Мары, писали их титулы, а также имена. Именно это мы и увидели на данном портрете. Однако в христианской стране, где христианство было официальной религией уже более столетия, афишировать существование ведических храмов было небезопасно, отчего художник данного портрета и остался неизвестным. Посмертная маска Рюрика и мое чтение надписей. Затем я решил посмотреть в интернете иностранные сайты. В статье 4 я с интересом прочитал раздел «Великое посольство». В частности, там говорилось: его Великое посольство, насчитывавшее 250 участников, покинуло Москву в марте 1697 года. Петр стал первым царем, выехавшим за пределы своего царства. Официальной целью посольства было придание нового дыхания коалиции против Оттоманской империи. Однако Петр не делал секрета из того факта, что он поехал наблюдать и учиться, а также подобрать иностранных специалистов для его новой России. В шведском тогда городе Рига царю позволили осмотреть крепость, однако, к его величайшему удивлению, ему не разрешили произвести измерения. В Курляндии, нынешний регион побережья Литвы и Латвии, Петр встретился с голландским правителем Фредериком Казимиром. Князь попытался убедить Петра присоединиться к его коалиции против Швеции. В Кёнигсберге Петр посетил крепость Фридрихсбурга. Он принял участие в посещении артиллерийских курсов и окончил их с дипломом, удостоверяющим, что Петр Михайлов получил мастерство как бомбардир и навыки в использовании огнестрельного оружия. Далее описывается посещение Петром Левенгука с его микроскопом и Витцена, составившего книгу с описанием Северной и Восточной Тартарии. Но более всего меня заинтересовало описание его тайной встречи. 11 сентября 1697 года Петр имел тайную встречу с королем Англии Вильгельмом III. Ничего не известно об их переговорах, кроме того, что они длились 2 часа и закончились дружеским расставанием. В то время английский флот рассматривался как наиболее быстрый в мире. Король Вильям уверил, что Петру предстоит побывать на английских военно-морских верфях, где он научится разбираться в конструкции судов, проведет измерения и вычисления и научится пользоваться приборами и инструментами. Как только он прибыл в Англию, он попытался пройти под парусом по Темзе. Возникает впечатление, что именно в Англии сложились наилучшие условия для подмены Петра Анатолием.
В той же статье опубликована посмертная маска Петра I. Подпись под ней гласит «Dead Mask of Peter», 1725 год, Петербург. Взято с оригинала Бартоломео Растрелли. Бронза. Музей Санкт-Петербурга. У этой посмертной маски на лбу я читаю надпись в виде пряди волос «Мимо Руси, Рима маска». Она подтверждает, что данное изображение принадлежит не императору России Петру I, а римскому жрецу Анатолию. Миниатюра неизвестного художника и мое чтение надписей. Ее я нашел по адресу с подписью «Peter the Great of Russia», 1672-1725. При осмотре можно утверждать, что наибольшее количество надписей находится на фоне. Саму миниатюру я усилил по контрасту. Слева и над головой портрета я читаю подписи Рима, Рюрика, Яра, Мары, Храм и Рима Мим и Арконы 30. Иными словами, теперь уточняется, в каком именно храме Мары Рима была сделана миниатюра – в столице государства Рим, в городе чуть западнее Каира. Слева от головы на уровне волос я читаю на фоне слова «Мары Руси, храм в Агрии». Возможно, это адрес заказчика миниатюры. Наконец, я читаю надписи на лице персонажа, на его левой щеке, где отсутствует бородавка на левой стороне носа. И тут можно прочитать внизу тени щеки слова «Рима, Мим, Анатолий, Рима, Яра, столицы». Итак, еще раз подтверждается имя Анатолия, теперь написанное довольно крупными буквами. Фрагмент картины из британской энциклопедии и мое чтение надписей. Здесь я читаю надписи на фрагменте, где имеется погрудный портрет, хотя полная картина значительно обширнее. Однако я выделил именно тот фрагмент и того размера, которые меня вполне устраивали для эпиграфического анализа. Первая надпись, которую я стал читать, это изображение усов. На них можно прочитать слова «Храма, Рима, Мима». А далее продолжение на верхней губе Рюрика, а затем на красной части губы маска храма Мары. И далее на нижней губе Анатолия, Рима, Арконы 30. Иначе говоря, мы тут видим подтверждение предыдущих надписей, опять имя Анатолия и опять его привязка к храму Мары Рюрика, города рядом с Каиром. Затем я читаю надпись на воротнике 30-я Аркона Яра, а потом перехожу к рассмотрению фрагмента слева от лица Петра, который я обвел черной рамочкой. Здесь я читаю слова 30-я Аркона Яра, что уже было прочитано, но далее идут новые и удивительные слова Анатолия, Мары, храм, в Анкаре, Рима. Удивление вызывает не столько существование особого храма, посвященного Анатолию, сколько расположение такого храма в столице Турции Анкаре. Таких слов пока я не читал нигде. Причем слово «Анатолия» можно понять не только как имя собственного человека, но и как название местности в Турции. Пока я считаю достаточным рассмотрение надписей на портретах, а далее меня интересуют подробности подмены русского царя, которые можно найти в печатных работах на просторах интернета. Картина из британской энциклопедии онлайн. В статье «Двойник Петра I» Википедия в частности утверждает, согласно одной из версий, подмена Петра I организована некими влиятельными силами в Европе во время поездки царя в Великое посольство. Утверждается, что из русских людей, сопровождавших царя в дипломатической поездке в Европу, обратно вернулся только Александр Меньшиков, остальные, как предполагают, были убиты. Целью этого преступления было поставить во главе России своего ставленника, проводившего политику, выгодную для организаторов подмены и тех, кто за ним стоял. Одной из возможных целей этой подмены считается ослабление России. Да, к гадалке не ходи. Заметим, что история заговора по смене царя Руси в данном изложении передана только со стороны фактов и притом весьма туманно, как если бы само Великое посольство имело только цель создания коалиции против Османской империи, а не цель замены реального Романова на его двойника. Утверждается, что Петр I, по воспоминаниям современников, разительно изменился после возвращения из Великого посольства. Как доказательство подмены приводятся портреты царя до и после возвращения из Европы. Утверждается, что на портрете Петра до поездки в Европу у него было удлиненное лицо, вьющиеся волосы и большая бородавка под левым глазом. На портретах царя после возвращения из Европы у него было круглое лицо,
прямые волосы и бородавка отсутствовала. Когда Петр I вернулся из Великого посольства, ему было 28 лет, а на его портретах после возвращения на вид ему около 40. Считается, что царь до поездки был плотного телосложения и выше среднего роста, но все же не двухметровым гигантом. Вернувшийся же царь был худощав, обладал очень узкими плечами, а его рост, что установлено совершенно точно, составлял 2 метра 4 сантиметра. Столь высокие люди были большой редкостью в то время. Мы видим, что авторы данных строк Википедии вовсе не разделяют тех положений, которые они излагают читателю, хотя эти положения являются фактами. Как можно не заметить столь разительных изменений внешности? Тем самым Википедия старается очевидное положение предоставить некоторыми домыслами. Примерно в таком духе утверждается, будто бы 2 × 2 равняется 4. О том, что приехавший из посольства человек был иным, можно видеть, сравнив любой из портретов на рисунках 1.7 с портретом уехавшего царя рисунок 8. Портрет уехавшего царя Петра I и мое чтение надписей. К несходству черт лица можно добавить и несходство неявных надписей на этих двух типах портретов. Подлинный Петр подписан как Петр Алексеевич, лжепетр на всех 5 портретах как Анатолий, хотя оба были мимами, жрецами храма Рюрика-Рима. Продолжаю цитирование Википедии. По мнению сторонников теории заговора, вскоре после приезда двойника в Россию среди стрельцов стали распространяться слухи, что царь не настоящий. Сестра Петра Софья, поняв, что вместо ее брата приехал самозванец, возглавила стрелецкий бунт, который был жестоко подавлен, а Софья заточена в монастырь. Заметим, что в данном случае мотив восстания стрельцов и Софьи оказывается предельно серьезным, тогда как мотив борьбы Софьи с братом за престол в стране, где до сих пор царствовали одни мужчины, это обычный мотив академической историографии, предоставлен весьма надуманным. Утверждается, что Петр очень любил свою жену, Евдокию Лопухину, часто переписывался с ней, когда находился в отъезде. После возвращения царя из Европы по его приказу Лопухину насильно отправили в Суздальский монастырь даже вопреки воле духовенства. Утверждается, что Петр даже не повидался с ней и не объяснил причины заточения Лопухиной в монастырь. После возвращения Петр не узнавал своих родственников и впоследствии не встречался ни с ними, ни с ближним окружением. В 1698 году, вскоре после возвращения Петра из Европы, скоропостижно скончались его сподвижники Лефорт и Гордон. По мнению конспирологов, именно по их инициативе Петр отправился в Европу. Неясно, почему Википедия называет данную концепцию конспирологической. По заговору знати был убит Павел I. Заговорщики метнули бомбу под ноги Александру II. США, Англия и Германия способствовали устранению Николая II. Иначе говоря, Запад неоднократно вмешивался в судьбу русских государей. Сторонники конспирологической теории утверждают, что вернувшийся царь был болен тропической лихорадкой в хронической форме, тогда как ей можно заразиться только в южных водах, да и то лишь побывав в джунглях. Маршрут же Великого посольства проходил северным морским путем. В сохранившихся документах Великого посольства не упоминается о том, что урядник Петр Михайлов, под этим именем царь отправился с посольством, заболел лихорадкой, тогда как для сопровождавших его людей не было секретом, кем на самом деле был Михайлов. После возвращения из Великого посольства Петр I во время морских сражений демонстрировал большой опыт абордажного боя, имеющий специфические особенности, освоить которые можно было только опытным путем. Навыки абордажного боя требуют непосредственного участия во многих абордажных сражениях. До поездки в Европу Петр I не принимал участия в морских сражениях, так как во времена его детства и юности Россия не имела выходов к морям, за исключением Белого моря, на котором Петр I бывал нечасто, в основном в качестве почетного пассажира. Из этого следует, что Анатолий был морским офицером, принимавшим участие в морских сражениях южных морей, а также переболевший тропической лихорадкой. Утверждается, что вернувшийся царь плохо говорит по-русски, что он до конца жизни не научился правильно писать по-русски и что он ненавидел все русское. Конспирологи считают, что до поездки в Европу царь отличался набожностью, а вернувшись перестал соблюдать посты, посещать церковь
насмехался над духовенством, начал гонения на староверов и стал закрывать монастыри. Считается, что Петр за 2 года забыл все науки и предметы, которыми владела образованная московская знать, и при этом приобрел навыки простого мастерового. Отмечается разительное, по мнению конспирологов, изменение характера и психики Петра после возвращения. Опять-таки отмечаются явные изменения не только внешности, но и языка Петра, а также привычек. Иными словами, Анатолий не принадлежал не только к царскому, но даже к дворянскому сословию, будучи типичным представителем третьего сословия. Кроме того, не упоминается о том, что Анатолий бегло говорил по-голландски, что отмечают многие исследователи. Иначе говоря, он происходил откуда-то из голландского датского региона. Утверждается, что царь, вернувшись из Европы, не знал о местоположении богатейшей библиотеки Ивана Грозного, хотя тайна нахождения этой библиотеки передавалась от царя к царю. Так царевна Софья якобы знала, где находится библиотека, и посещала ее. А приехавший из Европы Петр неоднократно предпринимал попытки разыскать библиотеку и даже организовывал раскопки. Опять конкретный факт выдается Википедией за некоторые утверждения. Как доказательство подмены Петра приводятся его поведение и поступки, в частности то, что раньше царь, предпочитавший традиционную русскую одежду, после возвращения из Европы больше ее не носил, в том числе и царскую одежду с короной. Конспирологи объясняют последний факт тем, что самозванец был выше Петра и обладал более узкими плечами, и вещи царя ему не подходили по размеру. А также проводимые им реформы. Утверждается, что эти реформы приносили гораздо больше вреда России, чем пользы. Как доказательство используется и ужесточение Петром крепостного права и преследование старообрядцев. И то, что при Петре I в России на службе и на различных должностях находились множество иностранцев. Петр I до поездки в Европу ставил своей целью расширить территорию России, в том числе продвинуться на юг в сторону Черного и Средиземного морей. Одной из главных целей Великого посольства было добиться союза европейских держав против Турции, в то время как вернувшийся царь начал борьбу за овладение Балтийским побережьем. Проводимая царем война со Швецией, по мнению сторонников конспирологической теории, нужна была западным государствам, которые хотели руками России сокрушить набираемую мощь Швеции. Утверждается, что Петр I проводил внешнюю политику в интересах Польши, Саксонии и Дании, которые не могли противостоять шведскому королю Карлу XII. Понятно, что набеги крымских ханов на Москву являлись постоянной угрозой России, а за крымскими ханами стояли правители Османской империи. Поэтому борьба с Турцией была для России более важной стратегической задачей, чем борьба на Балтийском побережье. А упоминание Википедии Дании согласуется с надписью на одном из портретов о том, что Анатолий был родом из Ютландии. Как доказательство приводится и дело царевича Алексея Петровича, который в 1716 году бежал за границу, где планировал дождаться на территории Священной Римской империи смерти Петра, который в этот период тяжело болел, и теперь, опираясь на помощь австрийцев, стать русским царем. По мнению сторонников версии о подмене царя, Алексей Петрович бежал в Европу, потому что стремился освободить своего настоящего отца, заточенного в Бастилию. По мнению Глеба Носовского, агенты самозванца объявили Алексею, что после возвращения он сможет сам занять престол, так как в России его ожидают верные войска, готовые поддержать его приход к власти. Вернувшийся Алексей Петрович, как считают сторонники теории заговора, был убит по приказу самозванца. И эта версия оказывается более серьезной по сравнению с академической, где сын выступает против отца по идейным соображениям, а отец, не посадив сына под домашний арест, применяет сразу же высшую меру наказания. Все это в академической версии выглядит неубедительно. Википедия также излагает версию и новых хронологов. По словам Глеба Носовского, изначально он много раз слышал про версию о подмене Петра, но никогда в это не верил. В свое время Фоменко и Носовский изучали точную копию трона Ивана Грозного. В те времена на тронах размещались знаки зодиака действующих правителей. Исследуя знаки, размещенных на троне Ивана Грозного, Носовский и Фоменко выяснили, что фактически дата его рождения отличается от официальной версии на 4 года.
Авторы новой хронологии составили таблицу имен русских царей и дней их рождения, и благодаря этой таблице выяснили, что официальный день рождения Петра I, 30 мая, не совпадает с днем его ангела, что является заметным противоречием по сравнению со всеми именами русских царей. Ведь имена на Руси при крещении давали исключительно по святцам, а имя, данное Петру, нарушало сложившуюся многовековую традицию, что само по себе не вписывается в рамки и законы того времени. Носовский и Фоменко на основании таблицы выяснили, что реальным именем, которое приходится на официальную дату рождения Петра I, было Исакий. Этим объясняется и название главного собора царской России Исаакиевского. Носовский считает, что российский историк Павел Милюков тоже разделяет мнение о подложности царя в статье энциклопедии Брокгауза, Заи и Ефрона. Милюков, по словам Носовского, не утверждая прямо, неоднократно намекал, что Петр I самозванец. Подмену царя самозванцем осуществила, по версии Носовского, некая группа немцев, а вместе с двойником в России приехала группа иностранцев. По словам Носовского, среди современников Петра были очень распространены слухи о подмене царя, и практически все стрельцы утверждали, что царь подложный. Носовский считает, что 30 мая в действительности был днем рождения не Петра, а заменившего его самозванца, по приказу которого и был построен Исаакиевский собор, названный по его имени. Выявленное нами имя Анатолий не противоречит этой версии, ибо имя Анатолий было монашеским, а не данным при рождении. Как видим, новые хронологи внесли еще один штрих в портрет самозванца. Казалось бы, чего проще – рассмотреть биографии Петра I, желательно прижизненные, и объяснить интересующие нас противоречия. Однако именно тут нас ожидают разочарования. Вот что можно прочитать в работе. В народе ходили упорные слухи о нерусском происхождении Петра. Его называли антихристом, немецким подкидышем. Разница между царем Алексеем и его сыном была столь разительна, что подозрения на нерусское происхождение Петра возникали у многих историков. Тем более официальная версия происхождения Петра была слишком неубедительна. Она оставляла и оставляет больше вопросов, чем ответов. Многие исследователи пытались приоткрыть завесу странной недоговоренности о петровском феномене. Однако все эти попытки моментально попадали под строжайшее табу правящего дома Романовых. Феномен Петра так и остался неразгаданным. Итак, народ однозначно утверждал, что Петра подменили. Сомнения возникли не только у народа, но даже у историков. И дальше мы с удивлением читаем. Непостижимым образом до середины XIX века не было издано ни одного труда с полной историографией Петра I. Первым, кто решил издать полную научно-историческую биографию Петра, был уже упомянутый нами замечательный русский историк Николай Герасимович Устрялов. Во введении к своему труду «История царствования Петра Великого» он подробно излагает, почему до сих пор, это середина XIX века, научная работа по истории Петра Великого отсутствует. Вот как начиналась эта детективная история. Согласно Устрялову, еще в 1711 году Петр загорелся желанием получить историю своего царствования и поручил сию почетную миссию переводчику посольского приказа Венедикту Шиллингу. Последнему были предоставлены все необходимые материалы и архивы, но труд так и не вышел в свет. Ни единого листа рукописи не сохранилось. Далее еще загадочнее. Цитата. «Русский царь имел полное право гордиться своими подвигами и желать передать потомству память своих дел в истинном, безукрашенном виде. Мысль его взялись исполнять Феофан Прокопович, епископ Псковский и учитель царевича Алексея Петровича барон Гюйсен. Тому и другому сообщены были официальные материалы, как видно из сочинения Феофана, и как еще более свидетельствует собственноручная записка государя 1714 года, сохранившаяся в кабинетных делах его. Журналы все отдать Гизену. Казалось бы, теперь история Петра I выйдет наконец в свет, но не тут-то было. Искусный проповедник, ученый-богослов Феофан был вовсе не историк. Оттого, описывая сражение, он впадал в неизбежные ошибки. При том же работал с очевидной поспешностью на скорую руку, делал пропуски, которые хотел дополнить впоследствии.
Как мы видим, выбор Петра был неудачным. Феофан не был историком и ничегошеньки не понимал. Труд Гюйсена тоже оказался неудовлетворительным и не вышел в свет. Цитата. Барон Гюйсен, имея в руках подлинные журналы походов и путешествий, ограничился выписками из них до 1715 года, без всякой связи, впутывая в исторические события многие мелочи и дела посторонние. Словом, не состоялась ни эта биография, ни последующие. А автор приходит к такому заключению, цитата, «Строжайшая цензура по отношению ко всем историческим изысканиям продолжалась и в XIX веке». Так труд самого Н.Г. Устрялова, который является первой научной историографией Петра I, подвергся жесточайшей цензуре. От 10-томника сохранились только отдельные отрывки из 4 томов. Последний раз это фундаментальное исследование о Петре, 1, 2, 3 том, часть 4 тома, 6 том в урезанном варианте издавались только в 1863 году. Сегодня оно фактически утеряно и сохранилось только в антикварных коллекциях. Такая же участь постигла труд И.И. Голикова «Деяния Петра Великого», который не переиздавался с позапрошлого века. Записки сподвижника и личного токаря Петра А.К. Нортова, достоверные повествования и речи Петра Великого были впервые вскрыты и изданы лишь в 1819 году, при этом мизерным тиражом в малоизвестном журнале «Сын Отечества». Но даже то издание подверглось невиданной правке, когда от 162 повествований было опубликовано лишь 74. Больше это произведение не переиздавалось, оригинал безвозвратно утерян. Вся книга Александра Касса называется «Крушение империи русских царей» 1675-1700 годы, что подразумевает установление империи царей нерусских. А в 9 главе под названием «Как под Петра царскую династию вырезали» он описывает состояние войск Степана Разина в 12 милях под Москвой. И он описывает много других интересных, но практически неизвестных событий. Однако о лже-Петре более сведений не дает. Опять продолжу цитировать уже названную статью в Википедии. Утверждается, что двойник Петра был опытным моряком, участвовавшим во многих морских сражениях, много плававшим в южных морях. Иногда утверждается, что он был морским пиратом. Сергей Сааль считает, что самозванец был высокопоставленным масоном-голландцем и родственником короля Голландии и Великобритании Вильгельма Оранского. Чаще всего упоминается, что настоящим именем двойника был Исаак. По одной из версий его звали Исаак Андре. По мнению Байды, двойник был родом либо из Швейцарии, либо из Дании. А по вероисповеданию он был, скорее всего, лютеранином. Байда утверждает, что настоящий Петр был заточен в Бастилии, и что именно он был известным узником, вошедшим в историю под именем Железная Маска. По словам Байды, этот узник был записан под именем Марчиель, что можно интерпретировать как Михайлов. Под этой фамилией Петр отправился в Великое посольство. Утверждается, что Железная Маска был высокого роста, держался с достоинством и с ним обращались достаточно хорошо. В 1703 году Петр, по словам Байды, был убит в Бастилии. Носовский утверждает, что настоящий Петр был похищен и, скорее всего, убит. Иногда утверждается, что настоящий Петр был фактически обманом заманен в поездку в Европу для того, чтобы некие иностранные силы смогли заставить его впоследствии проводить нужную им политику. Не согласившись на это, Петр был похищен или убит, а на его место поставлен двойник. В одной из вариантов версии настоящий Петр был схвачен иезуитами и заточен в шведскую крепость. Ему удалось передать письмо королю Швеции Карлу XII, и тот вызволил его из плена. Позже Карл и Петр организовали поход против самозванца, но шведская армия была разбита под Полтавой русскими войсками, руководимыми двойником Петра и стоящими за ними силами иезуитов и масонов. Петр I был вновь схвачен и скрыт подальше от России, заточен в Бастилии, где он впоследствии и умер. По этой версии заговорщики сохраняли Петру жизнь, надеясь использовать его в своих целях. Версию Байды можно проверить, рассмотрев гравюры того времени. Рисунок 9. Узник в железной маске. Иллюстрация из Википедии. Википедия пишет об этом узнике. Железная маска родился около 1640-х, умер 19 ноября 1703 года.
Таинственный узник под номером 64 389 000 времен Людовика XIV, содержавшийся в различных тюрьмах, включая с 1698 года Бастилию, и носивший бархатную маску. Позднейшие легенды превратили эту маску в железную. Подозрения в отношении узника были такими: герцог Вермандуа, внебрачный сын Людовика XIV, и Луизы де Лавальер, который якобы дал пощечину своему единокровному брату, великому дофину, и искупил эту вину вечным заключением. Версия неправдоподобна, так как реальный Людовик Бурбонский скончался еще в 1683 году в возрасте 16 лет. По Вольтеру Железная маска был братом-близнецом Людовика XIV. Впоследствии высказывались десятки самых разных гипотез об этом узнике и причинах его заключения. Некоторые голландские писатели предполагали, что Железная маска – иностранец, молодой дворянин, камергер королевы Анны Австрийской и настоящий отец Людовика XIV. Лагранс Шансель пытался доказать в 1759, что Железная маска был никто иной, как герцог Франсуа де Бафор, что было полностью опровергнуто Аш-Луарье в его «History de la Fonde». Достоверные сведения о Железной маске дал впервые иезуит Гриффе, бывший 9 лет духовником Бастилии. В своем труде он приводит дневник королевского лейтенанта в Бастилии и список умерших церкви святого Павла. По этому дневнику 19 сентября 1698 года с острова Святой Маргариты доставлен был в носилках узник, имя которого было неизвестно, и лицо которого было постоянно закрыто черной бархатной, а не железной маской. Однако, как я полагаю, самый простой метод проверки – эпиграфический. На рисунке изображен узник в железной маске на анонимной гравюре времен Французской революции, та же статья Википедии. Я решил прочитать надпись на центральном персонаже, слегка увеличив размер этого фрагмента. Надписи я читаю на стене над нарами узника, начиная с 4-го ряда каменной кладки над простыней, и постепенно переходя с одного ряда на другой, более низкий. Маска храма Мары Руси Рюрика, Яра, Скифа, Мима, Мары Московской Руси и 35-й Арконы Яра. Иначе говоря, изображение жреца Скифа храма русской богини Мары Рюрика, Яра, Мира, Мары Московской Руси и Великого Новгорода, что уже никак не соответствует надписям на изображении Анатолия, который был мимом, жрецом Рима вблизи Каира, то есть 30-й Арконы Яра. Но самая интересная надпись находится на ряду каменной кладки на уровне головы узника. Слева фрагмент ее весьма мал по размеру, и увеличив его в 15 раз, я читаю слова как продолжение предыдущей надписи: Хараона, Яра, Руси, Яра Рюрика, царя. А далее я читаю надпись, выполненную крупными буквами слева от головы: Петра Алексеева, и справа от головы: Мима Яра. Итак, подтверждение того, что узник Железная маска и был Петром I, налицо. Правда, может возникнуть вопрос, почему Петр Алексеев, а не Петр Алексеевич? Но ведь царь выдавал себя за мастерового Петра Михайлова, а люди третьего сословия именовались примерно так, как сейчас болгары. Не Петр Алексеевич Михайлов, а Петр Алексеев Михайлов. Тем самым версия Дмитрия Байды нашла эпиграфическое подтверждение. Рисунок 11. Урбаноглиф Анкары с высоты в 15 километров. Существовал ли храм Анатолия? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть урбаноглиф Анкары, то есть вид этого города с некоторой высоты. На картинке видно, что слева и выше надписи «Анкара» кварталы застройки образуют лицо усатого и бородатого мужчины в левый профиль, а левее, западнее данного лица находятся не вполне упорядоченные кварталы застройки, образующие район под названием Эни-Махалле. Меня как раз заинтересовали эти два объекта, я их выделил с высоты 8,5 километров и усилил контраст изображения. Теперь на нем вполне можно читать надписи. Правда, следует заметить, что надпись «Анкара» ушла вовсе, а от надписи «Эни-Махале» осталась только последняя половина. Зато можно понять, что там, где с высоты в 15 километров не было видно никакой системы, теперь с высоты 8,5 километров видны буквы. Эти буквы я читаю на поле дешифровки. Так, над фрагментом слова «Эни-Махалля» я читаю буквы «Х», слово «храм». Причем буквы «Х» и «Р» наложены друг на друга, образуя лигатуру.
А чуть ниже я читаю слово «Анатолия», так что оба прочитанных слова образуют искомое словосочетание «храм Анатолия». Так что такой храм действительно существовал в Анкаре. Однако на этом надписи урбаноглифа Анкары не заканчиваются. На слово Анатолия наложены цифры 20. А ниже можно прочитать слова «Яра Арконы», так что Анкара как раз и являлась вторичной Арконой Яра номер 20. А еще ниже я читаю слова 33-го Яра год. В пересчете на привычное от нас летоисчисление они образуют дату 889 год от Рождества Христова. Скорее всего, они означают дату постройки храма Анатолия в Анкаре. Получается, что имя Анатолий является не именем собственным Лжепетра, а названием храма, в котором он прошел обучение. Кстати говоря, Сергей Сааль, прочитав мою статью, предположил, что имя Анатолия связано с Турцией, с ее Анатолией. Я посчитал это предположение вполне правдоподобным, однако теперь в ходе эпиграфического анализа выяснилось, что так назывался конкретный храм в городе Анкаре, который ныне является столицей Турецкой Республики. Иначе говоря, предположение конкретизировалось. Понятно, что не храм Анатолия получил свое название от монашеского имени Лжепетра, а напротив, монах и исполнитель воли семейства Аранских получил свое кодовое имя агента от названия данного храма. Понятно, что такое историческое деяние, точнее злодеяние, как подмена русского царя династии Романовых, требует всестороннего рассмотрения. Я постарался внести свою лепту и путем эпиграфического анализа либо подтвердить, либо опровергнуть как о личности Петра I в заточении, так и о личности Лжепетра. Полагаю, что мне удалось продвинуться в обоих направлениях. Прежде всего удалось доказать, что узник Бастилии с 1698 года под именем Железная Маска действительно являлся царем московским Петром Алексеевичем Романовым. Теперь можно уточнить годы его жизни. Родился 30 мая 1672 года, а умер не 28 января 1725 года, а 19 ноября 1703 года. Так что последний царь всея Руси с 1682 года прожил не 53 года, а скорее всего 31 год. Поскольку Великое посольство началось с марта 1697 года, то скорее всего Петр был пленен где-то в конце 1697 года. Затем его переводили из тюрьмы в тюрьму, пока он не оказался 19 сентября 1698 года в Бастилии. Так что перед нами не очередная конспирологическая выдумка, а использование Западом шанса подменить царя Московии, который не понял опасности тайного посещения западных стран. Разумеется, если бы визит был официальным, подменить царя было бы много сложнее. Что касается Лжепетра, то удалось понять, что он являлся не только ставленником Рима, причем именно реального, рядом с Каиром, а не номинального в Италии, но и получил агентурное имя Анатолий по имени храма Анатолий в Анкаре. Если в момент окончания посольства Петру было 26 лет, а Анатолий выглядел лет на 40, то он был старше Петра как минимум на 14 лет, так что годы жизни таковы. Родился примерно в 1658 году, а умер 28 января 1725 года, прожив 67 лет, приблизительно вдвое больше Петра. Подложность Анатолия в качестве Петра подтверждается 5 портретами, как в виде холстов, так и в виде посмертной маски и миниатюры. Получается, что художники и скульпторы прекрасно знали, кого они изображают, так что подмена Петра была секретом Полишинеля. И получается, что с воцарением Анатолия династия Романовых прервалась не только по женской линии, ибо после приезда в Россию Анатолий женился на прибалтийке низкого сословия, но и по мужской линии, ибо Анатолий не был Петром. Но из этого следует, что династия Романовых закончилась в 1703 году, продержавшись с 1613 года, всего 90 лет. Это немногим больше советской власти, которая просуществовала с ноября 1917 по август 1991 года, то есть 77 лет. Но чья династия установилась с 1703 по 1917 годы на период в 214 лет, еще предстоит выяснить. А из того, что на многих портретах Анатолия упоминаются храмы Мары Рюрика, следует, что эти храмы благополучно существовали как в Европе, так и в Османской империи,
и в Египте еще в конце 17-х, начале 18 веков. Так что реальное наступление на храмы Рюрика можно было начать только после воцарения на Руси Анатолия, который и стал гонителем не только русского ведизма, но и русского христианского правоверия византийского образца. Занятие царского престола дало ему возможность не только сделать наступление на русские традиции и ослабить русский народ в экономическом смысле, но и укрепить западное государство за счет России. Частными находками данного эпиграфического исследования явилось нахождение храма Анатолия в Анкаре и выяснение номера Анкары как вторичной арконы Яра. Это была 20-я аркона Яра, что можно показать на таблице, пополнив ее, рисунок 15. Пополненная таблица нумерации аркон. Можно также отметить, что роль Анкары в деятельности Рима пока выявлена недостаточно. Возможно, что Великое посольство Петра в западные страны заранее готовилось Лефортом и другими знакомыми Петра, но как один из возможных сценариев и вовсе не с целью свержения царя и подмены его другим лицом, а вовлечения в западную политику. У него была масса причин, чтобы не осуществиться. Однако, когда оно случилось, причем тайным образом, с этими иностранцами уже можно было поступать не так, как требовал дипломатический протокол. Скорее всего, появились и другие обстоятельства, облегчающие захват Петра в плен. Например, рассеяние части свиты по разным причинам, кто по кабакам, кто по девушкам, кто по врачам, кто на курорты. И когда вместо 250 придворных и охраны осталось десятка-два человек из свиты, захват царственной особы становился не слишком сложным делом. Вполне возможно, что несговорчивость Петра и его принципиальность по политическим и религиозным вопросам подтолкнула принимавших его монархов на самые решительные действия. Но пока это относится лишь к предположениям. А в качестве доказанного факта можно посчитать только одно. Петр был посажен в Бастилию в качестве железной маски, а Анатолий стал бесчинствовать в России, которую на западный манер объявил империей. Хотя слово «царь» означало «ц-яр», то есть представитель бога Яра на земле. Тогда как император – это просто властитель, но остальные подробности надлежит выяснить из других источников.